Всем привет, друзья! С вами канал Киноиндустрия, и сегодня у нас долгожданный обзор лучших сериальных новинок, вышедших в недавнем времени. Вы также узнаете, какие из старых сериалов обзавелись новыми сезонами. В общем, как всегда, информативно и лаконично. А главное, интересно о новинках вы можете узнать на моем канале. Поэтому обязательно подпишитесь, дабы вместе со мной изучать удивительный мир кино. Погнали! Один из самых необычных научно-фантастических сериалов последних лет, «Воспитанные волками». Далекое будущее. Земля уничтожена, а мир охвачен противостоянием между атеистами и митроистами. Пара андроидов, отец и мать, получают ответственное задание заниматься воспитанием человеческих младенцев на отдаленной планете. Благодаря именно их упорству колония людей существует, однако вскоре там разгорается религиозный конфликт, а андроиды осознают, что контролировать человеческие убеждения – опасная и сложная задача. Вольная экранизация антиутопического романа Олдоса Хаксли «Дивный новый мир», действие которого развернется в Лондоне 26 века. Это идеальный мир будущего, здесь все принадлежит всем, потребление возведено в культ, люди рождаются в инкубаторах и умирают без болезней и старости, а главное, каждый чувствует себя на вершине блаженства благодаря специальной таблетке. Синтетическую гармонию нарушает необычный человек извне, и перед жителями нового мира встает опасный вопрос – верный ли путь к счастью они выбрали? Прими это дивное место и все его блага. Привет. Тебе осталось только подключиться. Друзья, хочется отметить, что создание этого замечательного ролика было бы невозможно без поддержки захватывающей военно-экономической стратегии «Викинги». В этом месяце в честь дня рождения викингов разыгрываются очень крутые призы, но о них мы поговорим чуть позже. Сейчас же о самой игре. Уникальная атмосфера с севера, продуманная экономическая система, качественный геймплей и графика. Игра по праву считается одной из лучших в своем жанре. Присоединяйся и ты, более 20 миллионов игроков, и каждый твой потенциальный враг или союзник. Играй в одиночку или стань лидером клана, построй свое королевство и собери профессиональную армию для завоеваний. Но будь осторожен, сам знаю, как игра может затянуть. Ты постоянно обдумываешь новые стратегии, оцениваешь, кого бы взять в союзники, за кем пошпионить, а кого атаковать сразу, как увеличить свое войско, чтобы хватило запасов, в общем, оторваться невозможно. Ну а теперь самое интересное – конкурс. В честь 5-летия викингов разработчики разыгрывают iPhone 11 Pro и MacBook Pro. Условия просты. Чтобы получить iPhone 11 Pro, надо всего-то дойти до 10 уровня дворца до конца октября. По секрету скажу, что дойти до 10 уровня очень просто. А вот MacBook Pro получит тот, кто дойдет до максимального уровня дворца до конца октября среди остальных участников. Стань Pro, выиграй один из Pro призов и присоединяйся к клубу счастливчиков. Розыгрыш состоится 3 ноября. Качай викингов именно по моим ссылкам в описании, ведь каждый ваш переход поможет мне развивать канал. Удачи на полях сражений! Фантастический сериал, основанный на одноименном фильме и графическом романе «Сквозь снег», поведает о событиях недалекого будущего, когда рискованная попытка замедлить глобальное потепление завершилась провалом, а Земля превратилась в сплошную ледяную пустошь. Немногочисленные выжившие люди находятся на борту гигантского, постоянно движущегося поезда. Строгое разделение на социальные классы, действующие внутри поезда, вынуждает угнетенных пассажиров задних вагонов заводить неуверенные разговоры о революции. Мистеру Уилфорду известно, что ходят слухи о беспорядках в хвосте. Уверяю вас, ваша безопасность – наша главная задача. Порядок будет восстановлен. Запутанный детективный сериал в стиле нечто только без монстров «Голова». Согласно сюжету, команда из 10 ученых готовится к длинной полярной ночи на антарктической исследовательской станции. Через полгода с наступлением весны на станцию прилетает первый вертолет, и прибывшие обнаруживают там 7 трупов и 1 выжившую. Полиция прибудет только через 48 часов, и за это время начальник станции Йохан решает выяснить, что здесь произошло. И самое главное, где остальные 2 члена команды, в том числе и его жена. Есть кто?
Ты должна мне рассказать, что тут случилось. Весьма интригующий, но в то же время противоречивый сериал, снятый по мотивам одноименного романа Мэтта Раффа «Страна Лавкрафта». Поведает об Атикусе Фримене, ветеране Корейской войны, который в 50-х годах возвращается домой, где вместе с подругой детства и родным дядей отправляется в рискованное путешествие на поиски без вести пропавшего отца. Во время поездки по стране троица сталкивается не только с расистскими нападками белых людей, но и настоящими монстрами, раскрывшими жизненное предназначение Атикуса. Главное определить, что реально, что реально. Телесериал на основе романа «Пролетая над гнездом кукушки». Можно сказать, что это приквел к одноименному фильму «Сестра Рэтчет». В 1947 году бывшая военная медсестра Милдред Рэтчет приезжает в небольшой городок, где устраивается на работу в психиатрическую больницу. Здесь практикуют на своих пациентах новые инвазивные методы лечения, такие как лоботомия и гидротерапия. Отличаясь хладнокровием и смекалкой, Милдред постепенно превращается в жестокого и бессердечного монстра, которого ужасно боятся все пациенты. Люди вроде нас. Такие места, как это. Может быть, здесь нам и самое место. Приятный, легкий, забавный комедийный телесериал «Тед Лассо» расскажет о тренере сборной колледжа Канзаса по американскому футболу Теде Лассо, не слишком приметном и не особо удачливом мужчине. По странному стечению обстоятельств он переезжает в Англию, где ему предлагают роль тренера профессионального футбольного клуба. Проблема в том, что Лассо не очень-то понимает разницу между американским и обычным футболом. Сможет ли он привести к успеху команду, которая играет по совершенно другим правилам? Дружище, это ты? Похоже на то. Обалдеть, ты футбольный тренер. Эта тупость сделает тебя легендой. Вот идиотизм, они же тебя прикончат. Видали? Он точно из Англии, да? Уэльс. А это другая страна? И да, и нет. Да сколько стран в этой стране? 4. Детективный сериал, основанный на литературном персонаже серии классических романов Перри Мейсоне, перенесет вас в Лос-Анджелес 30-х годов. Частного сыщика Перри Мейсона нанимают для расследования запутанного дела. Похищение маленького ребенка, который после передачи крупной суммы выкупа был найден мертвым. Объединившись с честолюбивым копом Полом Дрейком, Мейсон обнаруживает заговор полицейских и коррумпированных чиновников, препятствующих тщательному расследованию резонансного инцидента. Ничего хуже в жизни не видел. Давай, удиви меня. Мы делаем то, что не хотим, когда на кону общее благо. Ты-то должен это понимать. Атмосферный, масштабный криминальный телесериал, снятый по одноименному роману 000. Его действие происходит в современной Италии, а также Мексике, США и Африке. По сюжету пожилой босс итальянской мафии Дон Муна прячется от полиции в защищенном бункере. Собираясь закупить огромную партию кокаина, он не подозревает, что его внук Стефано затевает предательство, намереваясь занять его место. Параллельно с этим в Мехико происходит спецоперация по ликвидации наркокартеля, имеющего договоренность с Муна. Просто смирись. Такова цена бизнеса. Netflix взялся за старые легенды про короля Артура и выпустил под своим началом сериал «Проклятая». Однако на сей раз действие сосредоточено вокруг Нимуэ, той самой девы озера, что вручила будущему королю знаменитый Экскалибур. Когда красные паладины, возглавляемые безжалостным отцом Карденом, собираются уничтожить обитателей сказочного мира, героине поручено доставить волшебный меч загадочному старцу Мерлину. Вместе с бесстрашным наемником Артуром Нимуэ предстоит отправиться в опасное путешествие. Это наш единственный шанс выжить.
Телевизионное шоу от National Geographic под названием «Деревянная кожа» поведает о том, как в 1690-х годах двое французских лесорубов, убегая от прежней жизни, переплывают океан и прибывают в небольшую колонию в Новой Франции. Вместе с ними с корабля высаживается и пара незамужних девушек, амбициозная Мелисандра и боязливая Дельфина, стремящаяся удачно выйти замуж за состоятельных колонистов. Все четверо сталкиваются с суровыми реалиями жизни в новом свете, где на каждом шагу подстерегает опасность. Необычный и атмосферный сериал, идея которого основывается на причудливых арт-картинках Симона Столинхага «Рассказы из петли». Согласно сюжету, под футуристическим городом Мерсер вокруг таинственного темного шара основан центр экспериментальной физики, который местные жители именуют петлей. Здесь происходят невероятные, невообразимые события, в которых люди становятся участниками фантастических приключений, включающих в себя путешествия во времени, визиты в параллельные миры, освоение левитации и многое другое. Однажды, много лет спустя, люди спросят, правда ли это? Сатирическое произведение в жанре альтернативной истории «Великая» повествует о России 18 века. В центре сюжета дочь немецкого князя, которую взял в жены российский император Петр III. Образованная и целеустремленная девушка, получившая в России имя Екатерина, мечтала полюбить своего мужа и привнести прогрессивные идеи в страну. Однако оказалось, что Петр не заинтересован ни в любви жены, ни в ее планах обучить людей читать. Тогда Екатерина решает взять власть в свои руки, чтобы в будущем стать великой. Должно быть, это огромная честь и ответственность управлять такой великой страной. Вообще-то это не так уж сложно. Буду рад выслушать, какие у вас ко мне претензии. Не обращайте внимания на тела. Я не хочу тебя убивать, ты неплохой человек. Я могла бы тебя убить, ты плохой человек. Ты смешная. Комедийный боевик с отличным британским юмором «Успеть за 2 недели» расскажет о Ким Ноукс, девушке, которая после смерти отца переезжает в сельскую местность, где в ожидании конца света мать обучает ее навыкам выживания. Годы спустя девушка сбегает, чтобы найти свое предназначение и отомстить за смерть отца. После знакомства в баре с 2 братьями, которые шутят, что конец света уже наступил, и у человечества осталось всего 2 недели, главная героиня торопится успеть сделать все, что спланировала в своей записной книжке. Думала, что будет классно прийти сюда с папой. А, он тоже придет? Вроде того. Он под твоей рукой. О, боже, прошу прощения. Я на мину наступил. Чего? Экранизация одноименного комикса под названием «Монахиня-воин» расскажет историю обычной девушки Эйвы, которая неожиданно для себя оказывается втянута в древнюю войну таинственного ордена силами зла. Проснувшись в морге, она обнаруживает у себя невероятные способности. Поиски ответов приводят Эйву к ордену Крестообразного Меча, секретному обществу монахинь-воинов, поклявшихся защищать мир от зла. Теперь она должна найти баланс между новыми обязанностями спасительницы мира и жизнью обычного подростка. Так, это не сон. Это очень жесткая реальность. Черт! Нет, нет, нет! И суперспособности? Постарайся вести себя как монашка. Благословляю тебя, дитя. Переигрываешь. Сериал «Антология», сюжет которого основан на городских легендах из различных уголков США, 50 штатов страха. Особенностью сериала является новомодное введение, когда каждая серия длится не более 10 минут, а сам сериал — это киноальманах, где каждая новая серия — это либо поделенная на части, либо отдельная история. Будь то муж, который хочет раскопать могилу жены, чтобы похитить ее золотую руку, или окутанная тайной история о самом большом клубке из шпагетти, здесь каждый найдет страшную историю по своему вкусу.
Телевизионная вселенная DC пополнилась еще одним супергеройским сериалом. Встречайте, Stargirl. Кортни Уитмер вместе со своей семьей переезжает из Калифорнии в заурядный городок в Небраске. Там девушка случайно узнает, что ее отчим был помощником известного супергероя Стармена, погибшего много лет назад в сражении с Лигой Несправедливости. Открыв в себе удивительную способность управлять магическим посохом Стармена, Кортни приступает к созданию своей команды Общества Справедливости Америки. Это космический посох, он крайне капризен. Он же не просто так загорелся. Посох выбрал меня. Классический полицейский вестерн «Заместитель» повествует о помощнике окружного шерифа Билли Холлистере, который постоянно попадает в передряги. У него не самый лучший послужной список, неподчинение приказам, превышение полномочий и так далее. Однако, когда шериф округа неожиданно умирает, именно Холлистер, согласно старому уставу, должен занять его место, пока не изберут нового шерифа. Жесткий и принципиальный, он получает шанс навести на улицах порядок, согласно собственному представлению о законе и справедливости. Вы кем себе возомнили, сержант Холлистер? Я служитель закона. Думаю, не помешает разбавить топ и одним азиатским сериалом, и, пожалуй, лучший из новинок – это южнокорейский детективный триллер «Цветок зла». В центре сюжета семья женщины-детектива, которая на первый взгляд кажется идеальной. Любящий муж, маленькая дочь, которая без ума от папы, интересная работа. Однажды женщина берется за очередное дело, связанное с ужасным преступлением. Поэтапно она начинает его распутывать и в скором времени понимает, что этот жестокий преступник может оказаться не так уж и далеко. Ну что ж, а далее мы поговорим об уже знакомых сериалах, которые в недавнем времени обзавелись новыми сезонами. Итак, второй сезон получили сразу 3 супергеройки: безбашенный сериал «Пацаны», Академия Амбрелла и Роковой патруль, криминальный детектив «Алиенист», сериал-антология про загадочные истории «Сумеречная зона», шпионский триллер о ЦРУ «Кондор», отличный комедийный сериал в стиле Гая Ричи «Голяк» или «Без гроша», комедийная драма с Джимом Керри в главной роли «Шучу», ужастик по мотивам одноименного романа Джо Хилла «Страна Рождества», фэнтези о войне оборотней против магии «Тайный орден», боевик «Ханна», германский военно-драматический сериал «Подводная лодка», британская фэнтези-комедия «Призраки», а также камерный детектив «Преступник Великобритания». Третий сезон получили высокооцененные научно-фантастический сериал «Тьма», а также современный вестерн про американскую глубинку «Йеллоустоун», мрачное готическое шоу «Амнезия», интригующий постапокалиптический сериал «Дождь», шоу про жизнь и интриги богачей «Династия», самый дорогой исторический сериал Германии «Вавилон, Берлин», телесериал в жанре юридической драмы «Хорошая борьба», а также «Монстры корпорации», комедия об офисной жизни. Четвертый сезон получили британский детектив, экранизация серии романов Джоан Роулинг «Страйк», фэнтези-вестерн «Вайнона Эрп», бразильская антиутопия 3%, а также «Кардинал», канадский детектив в стиле скандинавской меланхолии. Пятый сезон получили долгожданный фэнтези-сериал «Люцифер», а также «Слепое пятно», криминальный боевик о ФБР. Шестой сезон получил детективный сериал о полиции Лос-Анджелеса «Босх». Седьмой сезон получили постапокалиптическая фантастика «Сотня», сериал по комиксам Marvel «Щит», а также «Молодой Морс», классический британский детектив. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!